Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня мы поговорим о таком явлении в местах лишения свободы, как приспособленцы. Что это за люди, почему такой негатив к этому вот такому нарицательному имени, и вообще с чем это едят, откуда это пошло. Давайте небольшое знакомство для тех, кто впервые на моем канале. Я провел 12 лет в местах лишения свободы из своих 34, чем я не горжусь. Я рассказываю на своем канале, как не совершать моих ошибок, чтобы не оказаться в местах не столь отдаленных и вообще в плохих ситуациях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты обязательно. Свое отношение к услышанному. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Итак, давайте вкратце поговорим, кто такие приспособленцы. Я приспособленец, скажем так. Те, кто следят за моей биографией, ни для кого это не секрет. Хорошо это или плохо, мы сейчас с вами будем разбираться. Меня называют приспособленцем за ряд некоторых фактов в моей биографии. Например, дело в том, что провел я 4 срока в своей жизни. 12 лет это 4 сроками. И изначально я был в касте так называемых порядочных арестантов, да, которые, ну, так называемая черная там масть, вот, чтобы вам было понятнее. А потом, уже к концу второго срока, ну, естественно, 3-м и 4-м сроком уже, то есть назад дороги нет, я стал красным, да, то есть перешел в статус такого активиста, да. Кстати, немногие знают, что это такое. Ну, многие знают, но думают, что это, вообще, короче, это вот всякие стукачи, беспредельщики, от них только зло одно в местах лишения свободы и так далее. Об этом тоже сегодня поговорим. Вот, может быть, кто-то скажет, что я опять оправдываюсь, но нет. Я просто высказываю свою точку зрения и не более того. Судить уже вам всем. Я знаю, что под этим видео по-любому начнется. Все равно найдется тот, кто напишет: хватит оправдываться, козел. Итак, вот за то, что как бы я совершил вот этот акт, что я вот перешел из черных в красные, да, мне говорят, типа, вот ты приспособленец. Но, да, как бы я приспособленец, и я лично не вижу в этом ничего плохого. Если брать даже вообще глобальным, то в мире выжили только те виды, которые смогли приспособиться к новым условиям. То есть не те принципиально, которые вот были таковыми, которых не изменить, да? А те, которые шли в ногу со временем, время меняется, люди меняются, общество меняется. В общем, кто может к этому приспособиться как-то, тот как бы и, собственно, живет в этом обществе нормально. Соответственно, я и сейчас приспособился. Вместо бывшего зэка и человека, который занимался криминалом, я стал более-менее медийным человеком, я стал блогером, то есть я приспособился. То есть, и поэтому я сейчас на свободе, я не совершаю никаких преступлений, живу спокойно. Так почему же люди так недовольны тем, вот, что происходит такое? И почему вот говорят это как вот, ну, чуть ли не в укор, да, в обзывательство, там, вот ты приспособленец, да? Открою вам секрет. Когда люди попадают в зону, приспосабливаются все, абсолютно каждый человек, любой. Вот все, кто находится в местах лишения свободы, до единого. Ваше здоровье, с нами чаек сегодня, если вы понимаете, о чем я. Все, кто попадает в местах лишения свободы, приспосабливаются к тем условиям, где они находятся. Ты не сможешь себя вести, кем бы ты ни был, какой бы ты ни был крутой и блатной, ты не сможешь себя вести так, как тебе хочется, так, как ты себя вел на свободе. Не сможешь. Тебе придется подстроиться под условия того места, где ты находишься. Абсолютно. Дальше, когда ты освобождаешься, естественно, ты становишься собой, как бы все, за тобой никто не присматривает, ни со стороны администрации, ни со стороны того же там блаткомитета, да, тебе не указывают и не подсказывают, что делать, то есть все, ты опять стал собой. Ну и, в принципе, вот все, да. Вот все приспособленство. То есть, даже не знаю, как вам получится объяснить, да, чтобы вы поняли, вот, что в приспособленстве нет, в принципе, ничего плохого. То есть, вы, если у вас есть специальность, да, какая-то, вы отучились там на сантехника, но вы над сантехником, ну, пока вы отучились, это, как бы, скажем,
профессия стала нерентабельна, да, и вы пошли работать, там, не знаю, там, менеджером, да, по продаже. Ну, получается, что вы приспособились, да, к ритму жизни. Точно так же и я в свое время сделал выбор, да, да, я как бы ушел в красный, потому как зона стала краснеть, ее стали ломать, и мне так легче было, а мне еще было сидеть почти 1,5 года, и я понимал, что мне так будет легче, вот. Кто-то говорит, что как бы, да вот, тебе было удобно. Да, мне когда было удобно, я был черным в касте этих черных. Когда когда стали условия там такие, что как бы выжить черным очень тяжело было и надо было страдать, то есть я этого не хотел. Да? То есть я не хочу жить плохо, где бы я ни находился. И это абсолютно нормально. Каждый человек стремится к лучшему. Вот. И все, я перешел, написал заявление, что я хочу работать там-то завхозом отряда. Вот и все. И меня никто не бил, не заставлял это делать. Я пришел, поставил в курс тех, кто еще там более-менее какие-то были при общих делах, скажем так. Да, я пришел им и сказал, что, ребята, я ухожу, это мой выбор. Они не особо сильно удивились, потому что я был далеко не первый, кто из касты черных переобувался в то время в красный. Я был не первым, там ползоны так ушло. И что говорить обо мне, там такие люди переобувались. Ну вот. Ладно, с этим, думаю, все понятно, да. А теперь, почему такой негатив, да? Вообще вот, почему типа, вот ты ушел там в козлы, там в красные, когда тебе там было удобно, ты был тем. А я что, я кому-то вообще что-то должен? Почему я вообще должен что-то кому-то объяснять? Почему я ушел? Почему я пришел? То есть там такие же, вот у меня взгляд такой, всегда был такой. То есть я когда попадал в тюрьму, я не искал себе там ни друзей, ни братьев. Я на всех смотрел просто как на сокамерников. И это правильно на самом деле, потому что никаких друзей вы там себе не найдете. Вы найдете себе только проблем на жопу, если будете искать себе там друзей и товарищей. Мною это проверено уже 500 раз. В общем, я смотрел как бы на сокамерников, и то есть я считал, что мне надо просто отсидеть свой срок. Вот и все. По мере возможности вернуться живым, здоровым. Как бы, что мне кому доказывать? Это абсолютно чужие люди вокруг меня находятся. Почему я им должен что-то объяснять таким же зэкам, как и я? То есть таким же зэкам. Такой же робе. За такие же преступления. Почему я им должен объяснять, что я сделал, зачем я сделал это, зачем я сделал то? Была бы это свобода, я бы вообще их послал куда подальше. Но там приходилось объяснять, но я не особо это делал. Я говорил просто, мне так захотелось, и все. Теперь, почему это вызывает тонну негатива? Теперь самое главное. Потому, знаете, когда ты уходишь, вот, к примеру, из черных в красные, черные больше переживают не потому, что ты ушел, и от тебя какой-то вред там будет, да, нет. Либо там, не знаю, что там, потери в их рядах. Хотя отчасти так, да. Они переживают потому, что теперь тебя нельзя использовать. Чем ты сложнее, да, чем сложнее тебя, чем у тебя есть, если выбор, да, если ты не боишься сделать выбор, то есть ты не в стаде, да, как все там, скажем, большая часть, сидишь и просто, блядь, киваешь гривой и делаешь то, что тебе говорят, даже каста черных. Тебя неудобно использовать из-за этого. То есть ты ушел в красный, все, с тобой ничего не сделать уже. С тобой по понятиям вот этим тюремным не поговорить, потому что все, ты уже к ним не имеешь никакого отношения. Что-то с тебя взять уже тоже не получится, там, какими-то аргументами тебя грузить, которых тебя могут нагрузить, и ты не сможешь, скажем так, парировать, да, пока ты находишься в касте черных, уже тоже не получится. Потому что ты можешь сказать, ребята, отстаньте от меня, я работаю завхозом, я хочу освободиться пораньше, вот по УДО, как бы, все, оставьте меня в покое. Не грузите меня этой канителью, мне надо идти на работу. Вот приблизительно вот так. И, естественно, ты становишься неудобен, то есть и ты становишься неугоден, ты становишься плохим. Хотя, по сути, ты плохого ничего не сделал. Вот лично я. То есть я 2 года вот уже с лишним на Ютубе, лицо свое я не скрываю, как бы вопросов ко мне никаких нет. Соответственно, как бы, я и вышел сюда потому, что мне бояться нечего. Хотя, если бы я не рассказал, что я был красным, об этом бы никто и не узнал никогда. Просто
я бы там, ну если кто-то находился, кто меня знает, я бы там блочил там 20 человек. Я бы заблочил и все. Основная масса бы никто не знал. Я мог бы здесь наговорить, что я там кем только не был в зоне. Но мой канал основан на честности, и поэтому как бы я рассказываю все как есть. Вот, дабы как бы вам этот опыт свой передать, вот этих экстремальных ситуаций, чтобы вы понимали, может быть, когда вы в такой ситуации, не дай бог, окажетесь, чтобы как вам поступить. Вот. И, соответственно, как бы ты вот из-за этого, из-за того, что ты стал им неугоден, неудобен, тебя нельзя использовать, ты как бы вот для них вызываешь вот этот вот негатив. Они тебе там говорят в глаза или с глаза, приспособленец, красный, козел, маска слетела с тебя. Короче, они тебя вот так вот хуесосят. Но, опять же, есть категория людей, да, то есть, которым вот есть актив в зоне, активисты, их где-то процентов может быть 15, да, остальные 15% вот эти, и основная масса, там, мужики, там, народ, скажем так, это вот, ну, уменьшенная такая, уменьшенная версия обычного мира, вот, и там, ну, там, петухи, еще кто-то, вот. И как бы, опять сбился с мысли. В общем, смотрите. И вот масса, которая есть активистов, да, ну, естественно, если вот так взять, они все козлы. Козлы, шерсть, там, кто как называет, там, активисты. Ну, суть одна. Красные активисты, козлы, вот так вот основное, да, называют. Но, представьте, человек, который завхоз отряда, либо комендант отряда, да, если зона такая 50 на 50, да, там режимная, да, то есть и ему ни один из этой касты не скажет, что он козел. Он ему не скажет так вот, слышь ты, козел, иди и сделай то и сделай это. Почему? Потому как побояться, что администрация, ну, что-то ему сделает. Тому человеку, который на их подопечного, скажем так, а активисты, козлы, они работают на администрации, они работают на должностях, получают зарплату. Ну, завхоз он чем занимается? Гоняет шнырей, чтобы они там убирали в отряде, было чисто. Гоняет петухов, чтобы в туалете было чисто. Следит так вот за порядком. Там, ну и вот такими делами занимается. Соответственно, людям, кто на должности и кто, скажем так, на хорошем счету администрации, и кто что-то может, а как бы вот этим ребятам им тоже что-то хочется, они могут прийти также к завхозу и сказать: братан, вот прям так, да, братан, сделай мне свиданку дополнительную с женой. Всем хочется ходить не раз в 3 месяца, а раз в месяц хотя бы, да, выбираться из зоны там, да, и идти там на длительную свиданку с женой. И блатные, так называемые, да, ходят. И ходят каждый месяц. Как они эти свиданки мутят? Подумайте. Вот. Не все. Есть люди, которые, ну, реально идейные, но в таких лагерях они просто сидят в ШИЗО, в буре, то есть их в жилую зону не выпускают, чтобы они не шатали там, скажем так, дисциплину. Вот. Потому как он будет там отрицать, да, и вслед за ним все начнут такие: а я что, я тоже хочу отрицать. И все. И хана. Вот. Дальше. Соответственно, таких людей не называют козлы. Их называют, знаете, как должностные. Ну, это не обидно, да, там. И, ну, как бы вот так вот за него говорят, там, вон он идет, там, такой сякой, там, вон, а кто это? Ну, кто-нибудь приехал там в зону, да, и там мужики между собой разговаривают, там, говорят, ну, вон он, типа, должностной, да. То есть ему в лицо там не скажут, что он, например, там, ну, ты же козел. Ему скажешь: блин, слушай, ну ты же должностной, тебе легче, да, там что-то замутить. И тут мы немного отматываем назад. В начале я начал говорить про приспособленцев. Ничего не замечаете? Вот сейчас можете на паузу поставить и написать, блядь, свое мнение. Если черные такие крутые, правильные, а я вот типа приспособленец, почему тогда они некоторых, скажем так, активистов не называют козлами, а называют должностными? Потому что они там полезны им зачем-то, да? Или они что-то делают, там что-то они могут, то есть. А других людей, например, вот если он слетит с должности, да, и будет просто сидеть в отряде, и не дай бог он там что-то на кого-то рот откроет, ему сразу скажут, что все, ты козел.
Заткнись, козел, ты не имеешь права там на равных с нами разговаривать, да, то есть, ну, все, как только у него не будет поддержки вот это, он станет бывшим завхозом, к примеру, да, вот такая херня. Но пока он действующий завхоз, и он что-то может, у него есть возможность, его не будет, ему так слова никто никогда не скажет. Ну, в редких случаях, когда он просто там такой охуевший, его надо будет осадить, но если он просто как бы ведет себя спокойно, ему никто ничего не скажет. И здесь вопрос вот у меня опять о приспособленстве. Почему, если такие люди правильные и осуждают меня за то, что я сделал какой-то выбор не в пользу их, я приспособленец, а люди поступают сами, которые это делают, которые меня осуждают, поступают, скажем так, ну, очень часто говорят, что типа там двойные стандарты. Да, ребят, абсолютно верно, двойные стандарты. И на сделку со своей совестью люди идут там очень часто. И вот и все. Просто зэки это зэки. Надо понять одно, что зэки это зэки. Все абсолютно. Принцип как бы мышления один у всех зэков. Абсолютно, неважно в какой касте они находятся, абсолютно один и тот же. Я называю это такой паразитический образ мышления. Вы подумайте сами, люди, посмотрите, за какие преступления сидят. Вы думаете, в них прям очень много нравственности и морали в каждом? Большинство людей сидит там за достаточно жесткие преступления такие, ну вот, можете посмотреть, полный YouTube там и много всего. Очень мало людей, кто сидит за какие-то благородные преступления. И сейчас вообще их еще меньше стало. Очень мало людей, кто действительно, как бы, скажем так, честный преступник. В основном люди сидят за всякую жесть, которую они творили, переступая через своих родных, своих друзей, там, через пятое и десятое, и эти люди берутся потом в тюрьме осуждать других таких же, по сути, людей. Вот и все. Это я просто вам хочу сказать, что лично я не переживаю, потому что как бы мне кто-то пишет, что там, да, пред красный, там, вот ты сидел красным, там, ты сидел там завхозом. Абсолютно мне по барабану, это было там. Здесь на свободе, как бы вот мы живем, все. Кем ты сидел, чего ты там сидел. Здесь больше вопросов вызывает, и у меня в том числе, что ты вообще сидел. Знаете, и меня не беспокоит, что я сидел красным или там, что я сидел черным. Меня беспокоит, что я 12 лет своей жизни просрал. Вот что меня беспокоит. Что ко мне только после 30 лет пришло вот это вот мышление в голову, что ты что делаешь, угомонись, у тебя жизнь одна, это не тестовый режим. Вот что меня беспокоит, понимаете, у меня мышление какое-то, чертоги разума там, да, и прочее, и так далее. Вот, у меня вот о чем все у меня мысли-то вот в этом случае. А то, что там кто-то мне что-то говорит, ну, кто вы есть вообще, чтобы меня осуждать? Кто вы такие? Вы такие же люди, как и я, вот и все. Как говорится, не суди и не судим будешь, и пусть первый кинет камень меня тот, кто без греха. А вы обязательно, ребят, напишите свои мысли по этому поводу. Не забываем подписываться на канал, ставить палец вверх или палец вниз, но надо обосновать обязательно почему. Также хочу вам сказать, что у меня есть второй канал, там выходят другие ролики, и там выходят, кстати, игровые стримы иногда. Я играю с подписчиками там в GTA RP, в планах еще в Counter-Strike играть, в ретро-игры, короче, заходите, там интересно. Но там есть и другие, короче, лайв, это лайв-канал. Также есть некоторые вещи, которые я не могу рассказать на YouTube, и на некоторые темы не могу пообщаться. В общем, ссылка будет на видео в описании, как попасть в закрытый телеграм-канал, где, скажем так, более откровенные разговоры у нас. Вот и все, в принципе. Всем добра и здоровья, самое главное. Берегите себя. Увидимся.